Нет, это видео не про остров Куба, что в Карибском море. Оно про болдеринговый район под названием Куб, который находится примерно в 120 километрах от славного города Санкт-Петербурга. В 2006 году команда Boulder SPB сделала первые прохождения трасс в этом районе. И с тех пор на Куб стали приезжать болдерингисты не только из Питера, также из Москвы и других уголков нашей страны. Первый раз я попал на Куб в 2008 году, благодаря Славе Кузнецову. Это было веселое время. Мы собирались большой дружной тусовкой и болдыряли, пока не сотрется кожа. Потом сидели у костра, курили кальян, пили вино и веселились. С тех пор прошло много времени. Активник стал сильнее. Также появилось несколько сложных трасс с не менее жесткими категориями. Трасса Кет Плюс существует с 2009 года. Ее первый проход сделал Сергей Шаферов. Самое сложное в этой трассе – это взять плохую ключевую зацепку в щели и сделать следующее движение. Все хорошо, это сосед мой в гости зашел. Сидим, выпиваем, напряга нет, а вместо солнца лампочки свет. Лампочки свет, лампочки свет. 50 лампочки ватт. Вряд ли мы доживем до 50. 50 лампочки ватт. Вряд ли мы доживем до 50. 50. Трасса Kill Bill сидячим стартом была пройдена Петей Халявко в мае 2012 года. Это короткая трасса в несколько движений по дыркам, но все движения даются тяжело и болезненно, так как дырки маленькие и острые. You tried to make me a killer!
горнолыжный сезон очень техничная, в то же время силовая. Нужно очень хорошо жать активник, хотя бы для того, чтобы сделать старт. Ее первый проход сделал Костя Савельев в 2010 году. What day is it? I've lost my fucking memory. Bling master, mic enforcer, face junkies, what I am. I rock you on the dance floor, feel the noise, we got the jam. I got that classy swag. Now that's why I get flagged. More like a taxi cab. Для меня самая тяжелая трасса на Кубе – это Ворошиловский стрелок с сидячего старта. Она сочетает в себе два прыжка подряд, где ключевым является первый прыжок. Первый проход этой трассы сделал Паша Владимиров в 2011 году. Я пробовал тогда первый прыжок, и казалось нереальным, что у меня получится допрыгнуть. Но через год я подкачал пальцы, нашел другие более высокие зацепки для ног, и уже стал допрыгивать до полки, хоть и удержаться было все еще практически нереально. Я безумно хотел пролезть эту трассу, поэтому я решил накрутить подобную трассу в Трамонтане, чтобы наработать нужные движения, а уже потом попытаться пролезть ее. Я нашел зацепки, точь-в-точь имитирующие скальные. Правда, прыжок получился более далеким и тяжелым, но я решил, что так даже лучше. Подкачав активник и наработав прыжок в Трамонтане, я снова приехал на Куб. Спасибо всем, кто мне помогал и участвовал в съемках этого фильма. В главной роли я, Андрей Михеев. Голос за кадром тоже мой. Спасибо за внимание.